Добрый день, друзья! Сегодня продолжение рассказа о 3 орхидеях, которые я получила из Санкт-Петербурга. Ссылочку на то видео, где была распакована посылка, я оставлю в правом верхнем углу и под видео. Распаковка и осмотр этих орхидей. После этого я оставляю орхидеи на сутки и не произвожу с ними никаких действий. Прошли сутки, и теперь я начинаю обработки этих орхидей. К сожалению, видео выходит не в том порядке и не через сутки, как я это делаю. Но если я говорю вам, что я обрабатывать их буду ровно через сутки, я ровно через сутки их и обрабатываю. Но видео выходит чуть позже. Давайте посмотрим еще раз. Одна орхидея без грунта, с корнями, но пока мы ее оставим вот так. Сейчас покажу, что буду делать с этой орхидеей. А вот эти 2 орхидеи подгоревшие, на солнышке. Конечно, их нужно обработать, помимо того, что вот у этой орхидеи подгоревший лист нужно удалить, а остальные орхидеи протереть, полить, посмотреть, зачистить. Показывать буду именно вот на этой орхидее, потому что вот этот лист мне нужно вам показать. Здесь просто сгоревшие сухие листья. Итак, что мы видим именно на этой орхидее? Обращаю ваше внимание вот на этот лист. Пока он шел в посылке, появился какой-то налет, очень похожий на плесень. Вот это беленькие маленькие крапинки по листу. По этой причине этот лист, сухую часть, я обрежу. Но не до живого, а именно по кромке сухой части. Так как мы не дорезали лист до живого, обрабатывать перекисью или корицей, или толченым углем я не буду. Смотрим остальные листики. Здесь тоже есть сухая часть, но плесени не наблюдается. Можно не трогать, можно кусочек вот так, но не больше, убрать этого сухого листика. Еще рассматриваем орхидею. Остались чешуйки от старого листа. Чешуйки засохли. Они легко удаляются. И для того, чтобы начали расти новые корни от шеи, вот такие сухие чешуйки удаляем. Причем вот эта чешуйка, она растет внутрь нижнего листа. И всегда такую чешуйку нужно не на себя потянуть, чтобы ее убрать, а завести в сторону ее роста. И чешуйка отделяется прекрасно. Мы помним, что лист у нас делится вот такой полосой на 2 части. И когда мы убираем старый лист, мы эти чешуйки удаляем в разные стороны. Даже здесь можно определить, что эта середина была вот здесь. Чаще всего по этой середине или делается надрез, или, если нужно удалить еще мягкий лист, разрывается на 2 части. И по этому надрезу опять же растягиваю в одну сторону. Приходится удалять маленькими частями, чтобы не поранить живой лист орхидеи. И в
другую сторону. Видите, какое там черное что-то есть под ней. Вот здесь точно так же поступаем. Тянем под вот этот лист, который живой. Так. Еще нашлась чешуйка старая, еще ниже был лист. Все то, что нам мешает и закрывает шею орхидеи, чтобы определить, нет ли грибные комарики вылетают из грунта, значит грунт был очень-очень влажный. Но, видимо, не один летает. Ладно, поймаем позже. Да что ж такое-то? Летучий какой комар. Вот видите, и опять пошел в грунт. Значит, точно грунт влагоемкий. Но от грибных комариков есть чудесное средство Боннефорте. Сейчас покажу вам его. Вот такой спрей от насекомых. На нем написано, что это биоинсектицид на основе далматской ромашки. И написано, что он помогает бороться с клещом, с трипсами. На своем опыте могу сказать, кроме как грибных комариков, никого он больше не уничтожает. Поэтому желательно подсушить грунт и опрыскать именно грунт от грибных комариков. От этого работает. Но если вы опрыскаете один раз, это ничего не даст. Точно так же 3-4 обработки. Грунт нужно промочить примерно на полсантиметра. Да, это много, и не забыть встряхнуть флакон. Сейчас я этого делать не буду, но когда все обработаю, обязательно это сделаю. При пересылке немного высыпался грунт. Мы его перемещаем. Вот он вылетает все время из грунта. Он здесь один. Давайте я не буду устраивать ловлю этого комарика, но грунт обязательно обработаю. Я не буду досыпать грунт. Я вот этот грунт, который есть у орхидейки, просто перемещу вот в это место, чтобы здесь тоже находился какой-то грунт этой орхидеи. Именно этой, а не какой-то новый грунт. Так. Вот это прорастали новые корни. Но прорасти не смогли. Может быть, из-за того, что здесь была сухая чешуйка и мешала росту. Они очень крепкие всегда, мешают росту корней. Вот этот корень такой же, кажется, черный. Но я думаю, что это никакое не грибковое заболевание. Это именно чернота из-за вот этих старых чешуек. Под старыми чешуйками очень любят поселиться всякие насекомые и образоваться вот такие черные точки. Но за ними нужно очень внимательно наблюдать. Если вдруг такая точка, не корень сам, а вот такая точка начинает разрастаться, то сразу обрабатываем неразбавленным Максимом именно вот эти почернения. Но сейчас я этого делать не буду. Буду наблюдать. Я не очень люблю применение сразу каких-то препаратов. Например, появилась у вас новая орхидея, ее нужно опрыскать вот этим, вот этим, вот этим, от клещей, от того, от всего. Все обработки от разных вредителей ведутся разными препаратами. Нет такого препарата, который убивал бы сразу всех. Поэтому профилактически я всегда протираю зеленым мылом. Если у вас нет зеленого мыла, даже если вы протрете обыкновенной чистой водой, механически, если вдруг есть действительно какие-то вредители, вы их уберете, а потом наблюдайте за орхидеей, потому что нужно бороться с вредителем, знать,
каким препаратом и какой вредитель. Иначе мы обрабатываем орхидею непонятно от чего. Если мы обработаем, например, от мучнистого червеца актарой, а у вас, например, есть красный клещ, то это не поможет орхидее избавиться от красного клеща. Поэтому сначала определяемся с вредителем, если он вдруг есть на вашей орхидее, а потом начинаем обработки. Больше на этой орхидее зачищать нечего. А вот зеленое мыло, на нем даже написано, что это средство профилактики от вредителей и заболеваний. То есть это старое народное средство, которое продается сейчас повсеместно во всех магазинах. На 50 мл воды я использую пол чайной ложки зеленого мыла. Если будет чуть больше или чуть меньше, в этом тоже нет ничего страшного. Но если боитесь, то обязательно отмеряйте. Ватный диск каждый раз меняю для всех растений. То есть для каждого растения свой ватный диск. И опускаю ватный диск один раз в раствор, протираю всю орхидею. Причем протираю все листья. И с внешней стороны, и с внутренней, с легким нажимом. Обязательно протираю шею орхидеи. Стараюсь очень аккуратно пройтись по пазухам растений. Аккуратно только потому, чтобы не сломать центральный лист, не потерять точку роста. Конечно, такие растения будут стоять на карантине. Карантин примерно месяц. За месяц проявляются все заболевания, ну почти все. Мы не говорим сейчас о фузариозе, потому что он может и через 1,5 года проявиться. А все заболевания, которые могут быть у орхидеи, или вредители, что чаще всего бывают, они проявляются за месяц. Но так как эти орхидеи стояли у Сергея очень-очень давно, видимо, ни заболеваний, ни вредителей. Я посмотрела, у меня есть 2 микроскопчика, я посмотрела в микроскоп, определила, что никаких вредителей нет, но на всякий случай все равно я протираю все растения, вновь прибывшие ко мне. Здесь есть старый цветонос, он сухой, его можно отрезать полностью. Орхидея немножко шатается в горшке. Можно сделать ей какую-нибудь подпорку для листьев, чтобы она стояла более устойчиво. Вот сюда можно положить кусочек пенопласта. Так. И теперь полив орхидеи. Вода должна быть теплой, 28-32 градуса. И поливаю такие орхидеи по краю горшка. Орхидеи стоят в поддончике. Поддончик высотой 1,5 сантиметра. Я не высчитываю, сколько миллилитров я наливаю в горшок. А поливаю до наполнения поддончика. Поливаю именно по краю горшка. Мне кажется, что это ее родная посадка. Их не пересаживали, и торф, стакан там есть.
Поэтому, чтобы сильно не задевать поливом торфстакан, поливается это все по краю горшка. Поддончик наполнен. Я думаю, что грунт впитает в себя всю эту воду, и выливать через час ничего не придется. С этой орхидеей я поступлю точно так же, только не буду обрезать сухие листья. Здесь нет никакого налета. Оставлю все как есть. Точка роста ожогом не задета. И удалю вот этот совершенно сухой цветонос. Он ей не нужен. А вот с этой орхидеей, которая у нас без грунта, она наверняка стояла в воде. Мне не видно и непонятно. Но, скорее всего, она ничем не обработана. Я имею в виду препарат Максим. Есть остатки от сухих листьев. Конечно, это тоже все убирается. Есть небольшая желтизна на вот этом листе нижнем. И вроде как что-то здесь такое черненькое. И здесь непонятно, то ли это корень не вырос, то ли корень, который хотел вырасти, начал рвать этот листочек, и поэтому он пожелтел, или же все-таки идет какой-то процесс. Пока непонятно. Но надо решить в первую очередь вопрос с корнями. Я поставлю эту орхидею на 2-3 дня вот в такой стаканчик. Эти 2-3 дня я буду опрыскивать корни. Когда корни немного напьются воды, я определю, в каком они состоянии, и решу, нужно ли сделать обработку Максимом вот этого черного пятна. И сможем ли мы сразу посадить такую орхидею, даже без растущих корней. Листья теряют тургор, но они теряют тургор по причине недостатка влаги. Во-первых, 5 дней ехали в посылке в темной, тоже есть небольшой ожог. И, конечно, орхидея сильно засушена. У нее рос один новый корень от шеи, но то ли был сломан, скорее всего сломан был. Поэтому дадим ей попить водички немножко и определимся. Если я решу эту орхидею сразу сделать посадку, меня очень просили сделать посадку в кору. Или в кору, или в циофлору, или в керамзит с циофлорой. В общем, я определюсь и, наверное, вам покажу эту посадку. Потому что очень бы хотелось понаблюдать за этой орхидеей и сделать что-то необычное. Показать вам что-то необычное, не так, как я делаю это всегда. Если вам интересно узнать продолжение истории об этих 3 орхидеях, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик, вам будут приходить оповещения о видео, вышедших на канале, и вы узнаете весь процесс восстановления именно этих орхидей. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале!